Привет, ребята! Сегодня поговорим еще раз о 3060 RTX и как она себя вообще показывает на других алгоритмах. Еще пару слов перед тем, как мы начнем другие тесты, да, ребята, насчет эфиров. Спасибо большое, очень многие мне написали в комментариях, и не только то, что как, что надо сделать и так далее. Да? Короче, сейчас обрабатывал видео, хотел его выложить сегодня, но прислали новость в Телеграме, и, короче, сейчас его надо чуть-чуть пофиксить будет и заново выложу. Надеюсь, успею сегодня это сделать. В чем прикол? То, что Nvidia выложила у себя на сайте, на официальном сайте, вот такую новость. То, что типа, ребятки, мы ее специально задушили для майнинга 3060 и выпустим отдельно для майнеров без видеопортов, ну, наподобие P106, да. И, короче, будете майнить на ней. А эту карту оставьте геймерам. Но не тут-то было. Тесты уже сделаны. Старые драйвера, они не думают, что пофиксят, а у кого-то они все равно останутся, и можно будет вот так забрасывать и так далее. Надо еще тестить мне. Я буду тестить, постараюсь скачать разные драйвера от Nvidia. Может быть, в каком-то из них нету вот этого патча, и мы сможем добиться правильного хешрейта, да, на этом, на всем. Исходя из вчерашних событий, кто только мне не написал, да, и кто только обо мне не написал. Мне написала даже сама Nvidia, написал сам Zotac, ну, еще там что-то было. Короче, и все просили меня удалить видео, да, там было 4 человека, кто просил меня удалить видео. Я им всем сказал прямо, честно, говорю, базара нет, да, это видео сейчас хайповое, можно сказать, на YouTube, потому что, ну, Nvidia еще не выпустила, а у меня карточка уже есть, да. И мы видим очень многие ресурсы, это все подхватили, Overclockers.ru, Tom's Hardware выпустила там с моей физиономией насчет меня, да, 3D News, там, очень много зарубежных ресурсов, да, вот всех этих. Если набрать в Гугле, да, то, что типа Леван Беручашвили, да, и, как бы так сказать, набрать Леван Беручашвили, он уже за последние 24 часа, там уже 8 или 9 страниц с этим репостнутым моим видео и так далее. Также многие ютуберы, например, это сделали, как-то насчет меня начали рассказывать. Вот там такой чувак в Грузии, который эту карточку протестил уже, и она в майнинге, вот видно, что как там, что дает и так далее, да. Если честно, да, это такой большой хайп для меня, потому что такого я даже не думал, что может случиться, да, там, максимум 20 тысяч подписчиков и так далее, да, там, ну, то есть 20 тысяч просмотров и так далее, уже почти 30 просмотров на том видео. Маленькая предыстория, да. Что я ответил Nvidia и Zotac, когда они мне сказали, например, удали видео, я им сказал, базар нет, я удалю видео, я понимаю ваше это, но при этом, да, я заплатил за карточку в 3 раза больше, да, там, чем она стоит, да, вместо 370, 330 заплатил $830, да, во-первых. Ну, это ладно, черт с ним, да. Во-вторых, пожалуйста, предоставьте мне на обзор всю линейку 30 серии, да, там будут новые карты или старые карты, я не прошу там следующие линейки и так далее. Предоставим мне их на обзор, да, как простым обзорщикам вы отсылаете и так далее, и я буду это как-то их обозревать, буду в релиз дейт 25-го, буду выкладывать 25-го, релиз дейт 3070 Ti когда-то, я буду выкладывать его когда-то, тогда-то, да, там. На что Zotac мне ничего не ответил, и, по-моему, ответит нет, потому что они просто послали месседж, типа удали и все, да. Nvidia мне сразу же сказала, по ходу Nvidia Russia была, Nvidia Russia сказала, что извини, но нет, такого не будет, то типа и все. Ну, я сказал, ладно, я вас услышал, все понятно, и это. Смысл мне его тогда удалять, видео, да, если я никакого бенефита от этого не имею, да, потому что мой сейчас от этого, у меня сейчас прирост подписчиков, во-первых, да, спасибо вам, ребята, что вы за это подписываетесь и так далее, и просмотров много добирает, так что для меня это одни плюсы, да, там. Так что, как так. Эй, Ержан, просыпайся, Ержан, проснись, Ержан, вставать пора, на работу опоздаешь. Кто знает этот прикольный видеоролик, тот поймет, о чем я, да. Окей, ну, сейчас поговорим, это как называют, о 3060, да. То, что скажу так, без лишних слов, да. Nvidia. Майнинг это не только эфир. Просто запомните это. И добавлю еще пару вещей. Вчера мне написала в чате, в Телеграме, я сейчас не буду показывать людей, кто мне писал и так далее.
человек 5, не то 6, то, что, Ливан, я купил эти карты, они у меня уже как неделю, 2 недели лежат у некоторых уже, и количество они мне большие писали, там у некоторых до 120 карт доходило, да, там, прикиньте, 20 ригов купить. Я посмотрел вчерашнее твое видео, потом еще что-то, и вышло так, что они вообще не майнят на эфире, что мне делать. Я им сказал, ждите завтрашнего видео, сегодняшнего видео, и в нем вы все увидите. Так что это не только у меня эта карточка уже у многих, и у многих майнеров, это только те, что мне написали, да. А сколько людей, тех, которые мне не написали, да, имеют эту карту. Так что, по-моему, они уже давным-давно разошлись на майнеров, да. Да, и, кстати, не знаю, вчера я выпустил мое видео утром, потом днем появилась новость от NVIDIA, то, что, типа, они залочены под майнинг после моих тестов, да. И потом, как бы так сказать, это еще NVIDIA выпустила вечером news, то, что, типа, ни один хакер не сможет взломать эту залочку под майнинг. Не знаю, совпадение это или не думаю, но все-таки как-то так, да. Окей, ребята, скажу еще так, ко мне никаких претензий не должно быть ни у кого, ни у NVIDIA, ни у Zotac, ни у кого, да, потому что я за эту карту заплатил деньги, я не знаю, у кого я ее купил, кто был продавец, я не знаю, заплатил я за нее в 3 раза дороже, да. Мне никто не говорил, то, что не снимай до 25 числа нельзя снимать, контракт у меня ни с кем не подписан, да. Все, ладно, чуть-чуть долго это все было, давайте просмотр видео. 3060 на других алгоритмах, погнали! Мы заходим вот сюда на вот to mine, выбираем 3060 Ti, мы видим на Octopus 48 мегахэшей, да. Окей, и в наш этот впишем как-то Excel, который я вам потом покажу, впишем 48 мегахэшей, да, для этого, 48,5 даже впишем. Пусть будет вот так, да, можно сказать, да. Пишем 48,5 мегахэш. Давайте это как-то вот так сделаем. И это у нас будет давать, если на Octopus, 48,5 мегахэш на CoinFlux, да. При этом наша карточка, она нам уже дает, вот здесь, если мы посмотрим, да, вот 45 и 38 она нам дает, да. Вот видите, тут 45, 38, NVIDIA первая, да. Но по разгону, что мы тут видим? 1200 мы ее ставим на плюс 170. Когда я ставлю 1350, из-за того, что это винда, да, он просто не тянет это, да, он загружается, да, там он показывает циферку 46-47, и потом малейшее, как бы так сказать, движение мышкой, и он отключается сразу же, да, там. Но на Linux будет без проблем тоже столько тянуть, я уверен, будет работать, и мы на нем увидим 47. Но из-за этого я запишу сюда всего лишь 45 на CoinFlux скорость, да, что нам в день дает уже $6.52. Это раз. Дальше, эфир. Ну, у 3060 Ti он 62, на этой карте плюс-минус, скажем, 50 будет, наверное, да. Эфир нам на сегодняшний день будет давать $5,7. У нас почти что уже $1 разница, да, ребята, между этим всем. И при этом вот здесь нету вот такого, что вот вы сами видите, да, она майнит стабильно 45-37, да. Начинает майнить с 42 и поднимается наверх, как и должно быть всегда, да, а не как на эфире, что майнится с 45, то есть, ну, с 45, 48, с 50 и опускается вниз до 22, до 27, да. Насчет драйверов я вам сразу же тоже добавлю. Я пытался ставить старые драйвера. Как только ты ставишь старые драйвера, он вообще эту карточку не видит, треугольничком идет. Как только ты ставишь 3080, он ее видит, но ничего не меняется. И плюс разгон ты больше 1000 не можешь поднять. На 1660 Super тоже ставил. Там то же самое, вообще ничего, никакой разницы нету. Наоборот, даже на 1660 Super он уже не майнит даже эфир, почему-то он не загружает его. Ну, как-то вот так. И что касается, я выбрал 3060 Ti, на которой он работает нормально и можно разогнать, и 3070, на которой тоже можно ее нормально работать и разогнать. Ну, оставим 3060 Ti более-менее близкое по модели, да. Так что мы видим всего лишь отставание на каких-то, сколько это, даже не 10%, да, там. Это будет 7%, 48,5 минус 7%, да, как раз 45 будем иметь.
от 5 до 7%, да, давайте напишем 5-7% будет отставание, да, от той карточки, от 3060 Ti. Я думаю, это нормально, да. С эфиром чуть побольше. На эфире у нас 62 минус, сколько там, 10, 12%, 20%, как раз будет 49,6, да. На эфире у нас отставание пока что 20%, на CoinFlux и Octopus всего лишь 5-7%. Так что уже на этой карточке эфир майнить невыгодно, да. Более выгодно майнить, например, Octopus. Так, давайте, значит, дальше мы берем, например, Eternity, да, или Eternity, запустим ее. Вот тут мы ее запустили, сейчас NB майнер прогрузится, сделать то, разгон оставляем все тот же, да. Что у нас по вот тумайну, да, на Eternity, да, так, во-первых, Eternity нам приносит $4.66, да, это Cuckoo Cycle алгоритм. И мы видим 9,8, он нам пишет, да. Окей, ладно, возьмем отсюда 9,8, да, на вот тумайна. Давайте напишем 10, да, округлим. Это будет Cuckoo. И сейчас посмотрим, сколько нам дает наша карточка. Да. Как мы видим, на Eternity у нас всего лишь 6,6, да, там в среднем нам дает она. Давайте впишем сюда 6.6. И давайте посмотрим, сколько это будет нам давать 6,6, да. Окей. 6.6 на Eternity нам она будет писать. Где Eternity-то? Убежал вниз. $3.18, да. Давайте это тоже запишем. 3.18, да. Ну, здесь почти что отставание на 34%, да, там выходит у нас на сегодняшний день. Окей. Давайте сейчас другую монетку запустим. Например, BIM запустим. Посмотрим на BIM, сколько она будет давать нам. При этом давайте посмотрим на BIM, сколько дает нам наш 10-3060 Ti-ка. 32,5 он нам дает на BIM, да, ну 33, скажем, да. Так, BIM 33, окей. Сколько будет нам давать 3060 простая? 26 у нас на данный момент, я думаю, чуть-чуть прибавится еще. Да, ну тут мы видим 26,4 он нам дает. 26.4 это в среднем будет на 20% меньше он дает нам, чем 3060 эта карточка. Окей, ладно, давайте посмотрим, сколько это будет в деньгах. 26.4. Ну, вы можете чуть-чуть прибавить, скажем, 27-28 она может будет давать, если там это, да, там. Окей, это мы смотрели BIM. По биму у нас $2.29 с карточки, да. Насчет классика, да, скажу то же самое. Здесь происходит, как и на этом, как его зовут, как и на эфире. Но вот все равно вы сами посмотрите. Тут он сразу же покажет в районе 25, потом он уменьшится. Ну вот, я же сказал, в районе 25 он покажет. Так что классик почти что такой же алгоритм, как и эфир. Так что ничего тут не меняется, да, остается все то же самое. Да. Вот Raven, да, там смотрим Raven Coin, да, что он нам дает. На Raven у нас наш, этот как он зовут, на Ковпо, наш 3060 Ti нам дает на Ковпо, где оно? Где Ковпо-то? Вот, 27 дает на Ковпо нам, 3060 Ti, 3060 нам будет давать на Ковпо, сейчас посмотрим. Уже 24 почти что. Ну, давайте округлим до 24, да. Ну, это будет ровно на, ну, плюс-минус 10% меньше, да. Ну, скажем, 10-12%, на 12-13% меньше, да. Там, ну, скажем, ладно, на 14% меньше, чем, например, 3060 Ti, но по-любому можно будет догнать это, да, до 25 можно будет, я думаю, разогнать. Плюс-минус, да, там. Сейчас давайте пишем на Ковпо, это сколько у нас будет, 24. Посмотрим на Вороне, сколько это будет нам давать. $3.38 в день. Это тоже нормальный показатель. Тут на Прокпо мы видим 26 нам он дает, а эта карточка нам дает почти что все 24, да, там тоже, вот, как мы видим, всего лишь 10% разницы, да.
Дальше какие алгоритмы еще можно? Так, вот в этом майнере больше уже у нас ничего нету. В NB майнере. Давайте G-майнере посмотрим, что мы Eternity. Давайте Eternity сравним. Здесь показания с NB майнером, да. Может, какой-то из них лучше будет показывать. Да, кстати, G-майнер показывает на Eternity лучший показатель. Это 7,7, да. Так что можно вписать сюда 7,7. 7.7, и это у нас будет уже разница. Тут у нас и не $3 будет, и не 30% будет, не 34% будет, а всего лишь в районе 24%, да, 24% это будет. Значит, ну, не такое большое отставание. Давайте 7.7 тоже сюда впишем. На Eternity, где он у нас находится-то? Вот сюда 7.7. И на Eternity он у нас будет показывать $3.81. Bitcoin Gold. Давайте посмотрим. Это Equihash 144.5. На Zcash у нас 3060 дает. Где он? Zcash. Ну, тут у нас даже нету на 3060. На Zcash ничего, да. Не проверялась она, что ли? Я не понимаю, да. Тут у нас, короче, дает 71,4 сола, да, это почти что столько же дает, сколько и, ну, вот 1080 Ti внизу дает, да, это 72 сола дает он на Zcash, да. Давайте впишем сюда 72 и посмотрим, сколько это будет. Давайте сразу же BTG найдем. Ну, это будет, $2 дает в Bitcoin Gold, нормально, нормально, я вам скажу. Сейчас посмотрим по Cortex, что нам это дает. По Cortex 2.8 нам дает 2.8. И это у нас будет по Cortex в день $6.28. Я вам скажу, нормально. Кукату 31. На 3060 Ti нам дает 0.55. На 3060 посмотрим сейчас, сколько нам будет давать. 0.55. Вот сюда впишем 1.38. Значит, вот здесь что-то не то. Окей. 1.38, да. И если мы впишем Кукату 31.38. Так, и МВЦ нам будет приносить $5.57 в сутки, да. Нормальный показатель. Следующее у нас МТП протокол, да, это монетка Firo. На этом, как его зовут, на 3060 Ti они дают 4.2, здесь он нам дает, видите, 3.0, да. Окей, 3.0, да. Значит, троечку впишем здесь и здесь сейчас посчитаем. Но здесь мне пришлось увеличить до 200, здесь это Core Clock, чтобы лучше бы разгнался. Окей, 3.0, сколько у нас тут будет на МТП? 3.0. Троечку если впишем, где-то МТП Firo будет приносить $4.11, да? $4.11. Окей, и это у нас выходит на где-то 20% меньше он дает, чем, ну, плюс-минус я пишу сейчас. На 20% меньше он нам дает, чем 3060 Ti. Окей. Ну, а теперь давайте мое мнение, ребята. Как вы видите, на всех этих алгоритмах, да, эта карточка показывает себя хуже от 5 до 20%, чем 3060 Ti, да. В среднем, если взять, это минус 10% будет, ну, 10-15% у нее будет хуже, она меньше давать, чем, например, 1060 Ti. Но это 3060 RTX. Да, очень себя хорошо показывает на CoinFlux. Потому что, я не знаю из-за чего это, но она себя показывает очень хорошо. И там в районе 5-7% всего лишь разница. И этот CoinFlux CFX, да, он дает больше, чем, например, на эфире, да. Так что на ней выгоднее майнить вот эту монетку, чем, например, эфир. Потому что она дает на больше, чем на доллар. Да? Если даже учесть то, что она будет майнить на эфире 50, может быть 54, 55, если она даже будет майнить, то CFX будет более профитный на ней, чем это, да. Вот это. Сейчас насчет эфира поговорим. Сейчас, что там происходит. Может быть, это дрова, да, я соглашусь, да. Но как-то очень странно выглядит то, что, ребята,
то, что на всех других алгоритмах она показывает себя замечательно. Никакого тротлинга, да, все кричат, орут, что там тротлинг, и по-любому из-за этого. Почему на других алгоритмах нет тротлинга, да, они что, память вообще не используют, да? Ну, конечно же, тротлинга там никакого нету, да, и карта очень хорошая. Если там был бы тротлинг, да, он бы не раз, два, три не так бы сделал, да, он бы должен помайнить, да, хотя бы пару минут, чтобы потом бы уже начать тротлиться, да, тут такого нету. И температура всегда в норме, больше там 40 градусов не поднималась, тротлинга там нету. Вот сейчас вы сами подумайте, почему на других монетах и алгоритмах все работает супер, а вот на эфировском алгоритме, на Ethash, ничего не работает. А наоборот, начинает работать и бац, и сразу же падает. Почему? Да, может быть драйвера. Может быть, правда, Nvidia это залочила специально, чтобы майнеры покупали. Но они не смогут все алгоритмы залочить, они залочили самый главный. Эфир. Потому что? Все майнят эфир на видеокартах. Вот и все. Они залучили главный алгоритм. Типа народ посмотрит, в эфире она очень плохая. 22 мегахэша, 25 мегахэш, но мы ее брать не будем. Майнеры от нее отстанут и так далее. Потому что, цена $1 за мегахэш будет большая. Но не тут-то было, потому что есть другие алгоритмы, ребята и так далее. Да? Майнеры от нее не отстанут, майнеры ее уже давным-давно выкупили все эти карты, и их больше не осталось. Да? Буду ли я брать себе эту карточку? Да, наверное, да, буду брать, если она будет по рекомендованной цене. Но не по такой, по $800 я ее больше в жизни не куплю. Я ее специально купил только ради тестов, ради вас, ребята, да, я вам это уже говорил. Что касается какую взять, эту или 3060 Ti, если пофиксится, да, например, по этому, как его зовут, по драйверам, эфир и так далее, да, то она почему? Очень выгодная карточка за свои деньги, за $370 или что-то в этом роде, да, по рекомендованной цене, она выгодная карточка, да. Может быть, да, скажу так, она плюс-минус конкурент 5700. На эфире плюс-минус также, да, ладно, чуть меньше, да, между 5600 и 5700 она стоит, вот так можно сказать, да. Но при этом на других монетах она себя показывает в разы лучше, чем, например, 5700, да, и она более мультимайнинговая, да, и если эфир там уйдет на пост, у тебя будет более мультимайнинговая, например, карточка, которая майнит и другие монеты, да, там, например, тот же CFX, тот же ProcPow, она майнит лучше, чем 5700, лучше, чем AMD она майнит, да. Так что в этой карточке есть смысл, да, чтобы ее покупать. При этом она стоит почти что столько же по рекомендованной цене, если брать, сколько же и 5700 по рекомендованным ценам, да. По сегодняшним ценам они обе стоят почти что одинаково, в районе $800, да, чтобы ее взять бы, да, что ту, что эту, и при этом обе дорогие, да, и брать их и не брать, это, уже смысла нету, да, по таким ценам, я так считаю, да. Что касается вас, вы сами должны посчитать. Да, конечно, вы увидите окупаемость в районе там полугода, 5 месяцев, но будет ли это, никто не знает, да. Может быть, да, эфир пройдет выше, и будет он держаться, и не так сильно упадет, и не будет вообще падать, это тоже, да, может все быть. Но в реальности что будет, никто не знает, так что надо думать о лучшем, но готовиться к худшему тоже, да, вот такой вариант. Пишите ваши предложения, ребята, да, на каких монетках, на каких алгоритмах ее еще протестить, да. Насчет этого я тоже с большим удовольствием посмотрю и так далее. И ее на этой карточке. Также подписывайтесь на телеграм-канал, туда я тоже буду выкладывать насчет этой карточки что-то, да, там, если какие-то продвиги будут в эфире и так далее, первыми вы узнаете оттуда, а потом уже с YouTube. Так что насчет этого тоже не забывайте подписываться. И также еще скажу, что подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Леван Беручашвили. Пишите в комментариях, как запустить ее на эфире. Может быть, драйвера или что-то вы найдете первее меня, то сразу же присылайте мне, сразу же буду тестить ее и так далее. Это впервые на YouTube, ребята. Можно сказать так, да. Ну, до скорых встреч, ребят. Пока.